Привет, друзья! Это кухня со вкусом. Сегодня хотим поделиться нашим любимым рецептом невероятно вкусной кабачковой икры на зиму. Делаем такую икру каждый год, и все съедается подчистую. Это очень просто. Не верите? Попробуйте, и вы в этом легко убедитесь сами. Перечень ингредиентов вы видите на экране, также он есть и в описании под видео. Сначала подготовим все ингредиенты. Кабачки очищаем от кожуры. Убираем серединку с семенами. И нарезаем на небольшие кусочки. Так их будет проще измельчать в мясорубке. Болгарский перец очищаем от семян и также нарезаем на небольшие кусочки. 8-10 зубчиков чеснока очищаем от кожуры. Все ингредиенты готовы, пропускаем их через мясорубку. Выкладываем измельченные ингредиенты в кастрюлю. Сюда же добавляем 1 столовую ложку соли, 100 грамм сахара, 150 мл растительного масла, 30 мл 9% уксуса и 150 грамм томатной пасты. Все хорошенько перемешиваем. Ставим кастрюлю на плиту и доводим ее содержимое до кипения. Убавляем огонь до минимума и оставляем нашу икру томиться примерно час-полтора, периодически помешивая. Тем временем, пока наша икра готовится, простерилизуем 3-4 пол-литровые банки. Как только икра загустеет и приобретет ярко-оранжевый цвет, она готова. Снимаем кастрюлю с огня и сразу же раскладываем ее содержимое в стерилизованные банки. Закрываем банки крышками и оставляем остывать. Вот такая чудесная, невероятно вкусная кабачковая икра у нас получилась. Очень хороша такая закуска к мясу или любому гарниру. Вкусные и простые рецепты приготовления которых, конечно же, есть на нашем канале. Вот так очень просто, из весьма доступных ингредиентов, получается невероятно аппетитная овощная закуска, которая порадует вас своим ярким, неповторимым вкусом. Приятного аппетита! Ждем ваших комментариев. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых кулинарных рецептах. До новых встреч, друзья!